Вы думаете, что пещеры — это просто дыры в земле, мрачные места, где прячутся летучие мыши и капает вода. Но правда в том, что пещеры — это не пустота. Это капсулы времени, где история запечатлена в камне, в костях и в ДНК. Они — библиотеки, страницы которых написаны не чернилами, а минералами и пеплом древних эпох. Сегодня мы откроем эти каменные архивы. От страшных преступлений до исчезнувших видов, от древнейших изобретений до экосистем, которые не видели солнечного света миллионы лет. Это 10 пещер, изменивших все, что мы знали о жизни, о человеке и о Земле. 10 место. Пещера без головы. Преступление, скрытое в камне. 1979 год. Штат Айдахо. Семья спустилась в лавовые пещеры Баффало в поисках артефактов индейцев. В одном из углов они нашли сверток в мешковине. Внутри — тело без головы и конечностей. Полиция оказалась в тупике. Кто он? Убийца? Жертва? Бродяга? Ответ пришел только через 40 лет, когда ученые применили генеалогию по ДНК. По цепочке генетических совпадений они вышли на потомков некоего Джозефа Генри Лавлеса, преступника и беглеца, сбежавшего из тюрьмы в 1916 году после убийства жены. Похоже, возмездие настигло его в темноте. Лавлес был убит и расчленен, чтобы никто не узнал тело. Но пещера сохранила улики столетия. Это напоминание. Даже самые темные тайны когда-нибудь заговорят 9 место. Лапа Моа. Уцелевшая плоть вымершего мира. 1987 год. Новая Зеландия. Археологи спустились в горную пещеру и нашли нечто невероятное. Огромную лапу с когтями, мышцами и сухожилиями. Она выглядела свежей, но ее владелец умер более 3000 лет назад. Это лапа птицы Моа, гиганта высотой до 3,6 метра и весом с медведя. Когда-то Моа правили этими островами, пока не пришел человек. Полинезийские охотники истребили все 9 видов менее чем за 2 столетия. Лапа Моа — не просто экспонат. Это обвинение нашему виду, доказательство того, как быстро люди способны уничтожить целый мир. Пещера сохранила ее, словно морозильник, чтобы через тысячелетия напомнить нам, кто настоящий хищник на Земле. 8 место. Хрустальная дева, майя, жертва богам под землей. В джунглях Белиза скрыта пещера с красивым, но жутким названием Актун-Туничиль-Мукналь, пещера хрустального гроба. Для майя это были врата в подземный мир Шибальбу, обитель богов смерти. В глубине пещеры археологи нашли останки 14 человек, принесенных в жертву. Среди них было тело юноши, полностью покрытое блестящим кальцитом. Тысячелетия капающая вода превратили его в кристалл. Так появился символ майянской трагедии – хрустальная дева. Вероятно, его убили во время засухи, умоляя богов послать дождь. Но дожди не вернулись, и вместе с ними исчезла целая цивилизация. Эта пещера – молчаливое эхо веры, доведенной до отчаяния 7 место. Человек из Чедара. Древний британец среди нас, 1903 год. Англия, пещера Гоф. Археологи обнаружили полный человеческий скелет возрастом около 9000 лет. Через 90 лет генетики расшифровали его ДНК и совершили сенсацию. Один из жителей соседней деревни, учитель истории, оказался его прямым потомком 300 поколений спустя
Кровь древнего охотника все еще текла в венах его потомков. Но главное открытие — внешность. Темнокожий, голубоглазый, с черными волосами. Так выглядел первый британец. Пещера разрушила миф о коренном белом народе и напомнила: мы все пришли издалека. Мы все дети миграции. 6 место. Первое вино Европы – Сицилия. 6000 лет назад. На склонах горы Монте-Кронио археологи нашли глиняную амфору эпохи меди. Анализ показал следы винной кислоты. Значит, внутри было вино. Это самое древнее вино Италии, созданное за 3000 лет до греков и римлян вино. Не просто напиток. Это признак культуры, технологий и символ цивилизации. Вино рождалось не в пышных дворцах, а в прохладных пещерах. Первых винных погребах человечества. Возможно, именно здесь началась традиция, которая до сих пор объединяет людей за одним столом. 5 место. Первое оружие массового поражения каменного века. Пещера Фахиенлена, Шри-Ланка. Возраст артефактов около 48 тысяч лет. Маленькие костяные наконечники оказались деталями стрел, древнейшими за пределами Африки. Это значит, что именно здесь человек впервые создал лук и стрелы, инструмент, изменивший историю. Лук позволил охотиться в джунглях, где копье было малоэффективно. Это был прорыв и проявление интеллекта. Люди не просто выживали, они адаптировались, экспериментировали и творили. Они не были дикарями, они были инженерами своего времени. 4 место. След ребенка и собаки. Древнейшая дружба пещера Шове, Франция. Возраст около 36 тысяч лет. На стенах мамонты, львы, носороги. Но самое трогательное — на полу. Следы босых ног ребенка и лап крупного пса. Они идут рядом как друзья, исследуя тьму. В одном месте ребенок поскользнулся, и собака подошла ближе. Этим следам около 26 тысяч лет, и они, возможно, являются самым древним доказательством того, что человек и собака уже были вместе, не как хозяин и питомец, а как партнеры. Это первый рассказ о дружбе, написанный в мягком грунте. 3 место. Храм неандертальцев, юг Франции, пещера Брюникель. На глубине 300 метров от входа найдены 2 кольцевые конструкции из 400 сталагмитов, их возраст около 176 тысяч лет. Их построили неандертальцы. Это означает, что они умели работать вместе, владели огнем, ориентировались в полной темноте, но главное, у них было воображение. Они создавали пространство не только ради выживания, но и ради ритуала. Это древнейшее свидетельство символического мышления. У неандертальцев была культура, вера и, возможно, свой язык. Эти каменные кольца — их Стоунхендж в темноте. 2 место. Пещера кристаллов, царство гигантов под землей Мексика. Шахта Найка. Шахтеры случайно вскрыли зал, полный гигантских кристаллов селенита, до 12 метров длиной и весом до 55 тонн. Температура там достигает 58 градусов Цельсия. Влажность почти 100% без охлаждающего костюма. Человек выживет здесь не более 10 минут. 500 000 лет вода насыщалась минералами и медленно, почти незаметно порождала эти кристаллы. Когда шахту осушили, пещера открылась миру, но начала умирать. На воздухе кристаллы разрушаются. Это идеальный символ природы.
грандиозной и смертельно хрупкой первое место. Пещера Мовиле. Жизнь без солнца. 1986 год. Румыния. Во время бурения рабочие случайно открыли пещеру, из которой вырывался газ с запахом серы. Внутри ядовитая атмосфера. Мало кислорода, много метана и сероводорода. И абсолютная тьма. Ученые спустились и обнаружили целый мир. 48 видов живых существ, из которых 33 не встречаются нигде больше на Земле. Все они живут не за счет света, а благодаря бактериям, которые добывают энергию из химических реакций. Это доказательство того, что жизнь может существовать без Солнца, и, возможно, она существует на других планетах, в подледных океанах Европы или на Титане. Мовиле – окно в будущее, где жизнь рождается из тьмы. В заключение хотелось бы сказать, что пещеры не просто дыры в земле. Они – архивы планеты. Они хранят древние преступления и исчезнувшие миры, следы дружбы, веры и гнева. Они показывают, что жизнь способна выжить в любой тьме, даже если свет погас миллионы лет назад. Самые страшные и самые важные тайны часто лежат в полной темноте. Дорогие зрители, что вы думаете об этих историях? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.